KKR24 Technologies. Всем привет! Сегодня на обзоре целая серия тестеров для розеток. Несмотря в каком году построен ваш дом, можно с помощью данного тестера проверить, насколько правильно установлены розетки и какова их безопасность. Смотрим руководство пользователя на английском языке. Сам прибор выглядит все очень аккуратно. Сверху видим 3 лампочки, светодиодные индикаторы, отражающие состояние розеток. Первое включение и видим, горит только одна. Это из-за того, что в удлинителе нет заземления. И единственная кнопка на приборе тестирования УЗО. Если сравнивать сразу два прибора, то они практически идентичны по размерам. Все те же самые функции. Кнопка тестирования УЗО. Устройства зашиты, должно быть установлено в большинстве современных домов, и с помощью данного тестера можно проверить правильное функционирование защитной системы. В отличие от первой модели, здесь еще есть дополнительно индикатор напряжения. Также есть индикация значка переменного напряжения в виде волны. В целом очень удачная модель. Имеется сразу 3 функции в приборе. Это тестирование УЗО, индикатор напряжения и основная функция тестера. Индикация расположения нейтральной линии, фазы и заземления. Снова в данном гнезде ничего не меняется из-за отсутствия заземления. Модель тестера от бренда Beside и его руководство пользователя на английском языке. Качество также все отлично. Модель чуть компактнее предыдущих, но большинство функций все то же самое, и точно так же есть тест УЗО. И самый крутой тестер также комплектуется руководством пользователя на английском языке. Здесь уже имеется 2 кнопки и большой цветной дисплей. Есть функция NCV, дистанционное обнаружение электромагнитного поля. Удерживая кнопку первую, запускаем прибор. Прибор работает автономно за счет применения 2 элементов питания стандарта 3А. Видимо, из-за этого прибор имеет ощутимый вес в сравнении с другими приборами. Справа кнопка тестирования УЗО, и снова этот прибор также показывает ошибку в розетке, отсутствие заземления. Смотрим, как четко работает функция NCV. Она тут не просто как муляж. Как видим, отличная повторяемость на точно заданном расстоянии. Если же сравнивать индикации на приборах, у каждого прибора они, как видим, по-разному расположены, но функциональные возможности и суть одна и та же. Пробуем теперь с нормальной розеткой. Как видим, горит левая индикация, центральная, то есть 2 индикаторы, и как видно, correct, то есть правильное расположение фазы и нейтральной линии нуля. Если повернуть вниз головой, соответственно, как видим, выдается ошибка, предупреждает о том, что фаза и нулевой находятся в реверсе, то есть в обратном направлении. Смотрим другую модель. Все так же нормальная индикация о том, что правильно расположены фаза и ноль. И смотрите, насколько удобно сразу узнать напряжение переменной сети. Но имейте в виду, эти тестеры нельзя постоянно включенными оставлять в розетке. Она уже достаточно теплая. Переворачиваем, и тут снова предупреждает о обратном направлении. Смотрим Beside. Если предыдущие модели показывали 2 индикатора слева,
то здесь два индикатора справа, но как показывает первая строка, Correct, соответственно, имеет правильные индикации фазы и нейтрали. Но индикации зеленого цвета в сочетании с красным индикатором сделано более интуитивно понятно. Перевернем и, как видим, тоже дает предупреждение обратного направления. Смотрим теперь фирменный тестер. Но здесь она выдает ошибку. Сперва подумал, в чем причина, в чем проблема. Пообщавшись с ребятами завода, объяснили тем, что в разных государствах имеются разные стандарты соответствия о правильном расположении фазы и нейтрали в розетке. Если в предыдущих тестерах правильное расположение фазы было справа, то в данном приборе получается, чтобы он показывал правильно, необходимо, чтобы в розетке фаза была слева. Ну а если данный тестер перевернуть, то уже показывает все нормально, то есть Correct загорается уже зеленым цветом. И видим, как красиво на своем месте обозначены фаза, нейтраль и земля. При большом желании прибор можно и переделать, то есть перепаять провода в тестере нейтрали и фазы, тогда уже прибор в правильной ориентации будет показывать значение фазы по стандарту. Хотелось показать начинку, но чтобы разобрать, приходится снять вот эту пленку. Не хочется разрушать прибор. Все то же самое и тут. А вот в этом приборе все нормально, можно открыть. Это сделано для того, чтобы можно было менять элементы питания. Как видим, вот так выглядит начинка. В помещении у нас нету УЗО, соответственно, жалко, что не получается протестировать возможности утечки тока и соответственно, проверить работоспособность УЗО. И расшифровка на приборе, если все правильно понял, то первое значение слева, две индикации, это нормальное состояние розетки с правильным расположением фазы, нейтрали и заземления. Одна индикация слева Open Ground, отсутствие, обрыв заземления. Горит только центральный индикатор, говорит о том, что отсутствует нейтраль. Если вообще ничего не горит, то тогда отсутствует и фаза, и ноль. А если горят два индикатора справа, это кажется неправильное подключение фазы и заземления. Если центральная не горит, а боковые горят, это значение предупреждает о том, что фаза и нулевой провод расположены местами обратно. А если горят все три индикатора, буду очень рад, если кто подскажет, что это означает. Теперь будем перепаивать, делать похожим этот тестер на все три предыдущие по стандарту. Но пока непонятно, по какому стандарту, какие вообще существуют в нашей стране стандарты. Точного ответа так и не смог понять, где вообще в России должна находиться фаза. Пишите, пожалуйста, в комментариях, если кто что знает. Одни считают слева, другие считают, что это должно быть справа. Все, теперь смотрим, как красиво горит прибор, правильно показывает зеленым цветом. Индикация корректна, только никому не советую повторять мой опыт, потому как мне пока что точно неизвестно стандарт. И теперь такой небольшой тест, смотрим, сколько потребления тока, почти 40 миллиампер, это достаточно большое значение. Также смотрим потребление тока в выключенном состоянии, его тут нет. Как видим, все нули, а в режиме микроамперов есть небольшие токи, 1/5 часть 1 микроампера, это вообще мизерный ток, отличный показатель, и всем спасибо за просмотр.